Друзья, всем привет, на связи Паша Клымик, и мы с вами на канале, где обсуждаем моноколесо и все, что с ним связано. В этом видосе, который я назвал Kingsong 18L плюсы и минусы, я хочу поделиться своими мыслями, что можно исправить, а с чем нужно мириться касательно колеса, на котором я сейчас катаюсь. И, наверное, давайте начнем с плюсов, потому что если я начну с минусов, вы, возможно, даже не дождетесь завершения, скажете, колесо говно, нужно переключаться. На этом колесе я проехал 1000 километров и решил как раз под этот километраж записать видос, что касается Kingsong 18L. Эти 1000 километров я осилил с прошлой осени, катался немного зимой, катался весной, осенью и летом, без особых каких-то консервирований колеса, поэтому в разное время года колесо себя показывает с лучшей стороны. Понятно, что по сугробам я как новичок еще не ездил, старался не ездить, в минусовую погоду выходил, но было прохладненько. Итак, первый плюс, на мой взгляд, это удобная телескопическая ручка, которая выдвигается до нужного вам размера, и с ростом даже 185-190 сантиметров вам будет держать колесо в торговых центрах комфортно перед собой. Ручка имеет 3 телескопических трубки, которые постепенно выдвигаются. Поэтому вы можете выдвигать не все 3, а, допустим, зафиксировать в нужном вам положении, если вы едете там, не знаю, в метро и держите колесо рядом с собой. Вам нужно держать рядом с собой. Следующий плюс это плата, это схема, это контроллер, которая находится под верхней крышкой. Вот эта вот верхняя крышка над подушкой, она откручивается, и там находится контроллер. Почему это плюс? Это плюс, потому что вероятность того, что на нее попадет вода, даже если все загерметизировано, все пучком, она минимальная. Те колеса, у которых контроллер находится сбоку, особенно в нижней части, да, бывает, вот в этой области контроллер находится, ну, вероятность, что туда просочится вода, если вы просто банально заедете там по колено в сугроб или по колено в лужу, нечаянно провалитесь, там, конечно, вероятность намного больше. Следующий плюс, который лично мне нравится, все плюсы я озвучиваю касательно себя, своего впечатления, это наличие динамиков. Допустим, в InMotion V8, то колесо, на котором я начинал только ездить, учиться, там динамиков не было. Да, можете вы сказать, что да, моя там колонка JBL, которую можно повесить на пояс, она в 100 раз лучше звучит, чем из колеса. Я вам на это отвечу. У меня тоже есть колонка, я тоже ее возил на поясе, я ее возил и осенью, но, понимаете, с колонкой летом удобно, с колонкой осенью, весной и зимой не сильно удобно, потому что если ее вешать куда-то на рюкзак, то вы до нее там не сможете быстро добраться с телефона, отключить, погасить звук, если подъезжаете к детской площадке там, или коляске. Вы не сможете, я ее возил там на пояс, цеплял, а сверху там куртка, она не слышно было. Поэтому с колонкой, ну, у меня как-то не сложилось. Отсюда идет лично для меня, когда я еду в шлеме, пусть даже в зимнем шлеме, где уши, где все закрыто, для меня звука хватает более чем. Я не музыкальный критик, и мне этот звук нужен просто как фоновая музыка. Фоновые какие-то звуки, которые у меня где-то на подсознании что-то играют, а б, для того, чтобы сигнализировать пешеходам, чтобы они обратили на моноколесника внимание. Поэтому наличие динамиков, наличие Bluetooth музыки, возможности подключения Bluetooth музыки я отношу к плюсам. Следующий пункт – это светодиодные ленты. Они открываются, да, сюда подколупывается, и можно легко их снять, если что заменить, да, если какой-то там светодиод погас, там можно легко их просто банально заменить. То, как они светятся, мне нравится, это ярко, и есть разные форматы свечения, то есть когда они крутятся по кругу, когда они стационарно горят, когда они просто погашены. Следующий плюс этого колеса – это зарядка. Момент зарядки. Зарядки колеса, когда индикация видна зелеными точечками на этой светодиодной ленте. То есть, допустим, если я сейчас включу колесо,
то вы видите, что у меня из всего запаса километража у меня погас один светодиодик. И это очень удобно. Это очень удобно после того, как вы проехали, вернулись, вам не нужно, допустим, возвращаться в телефон, в приложение, смотреть, а сколько же у вас, на какой запас осталось километража. Вы просто до того, как отключать колесо, смотрите, на каком уровне у вас остались все светодиоды. Следующий плюс – это задний стоп-сигнал, если так назовем, самого колеса. Он как на автомобиле. Когда вы тормозите, он светит ярче, когда вы двигаетесь, он светит тускнее, как на автомобиле. Нажимаем на педаль газа, на педаль тормоза, и видно, что вы тогда тормозите. На InMotion V8, поправьте меня, могу соврать, такого не было. Там горело все стационарно. И понять, когда вы тормозите, если за вами в 2 метрах движется не на небольшой скорости автомобиль, довольно-таки сложновато. Следующее, передний фонарь. Передний фонарь я отношу и к плюсам, и к минусам. Про минусы чуть дальше, про плюсы сейчас. Он светит ярко. Ставя колесо около дома и отходя на 4 подъезда, я видел это колесо, я видел его свет, я видел, что кто-то стоит на тротуаре. Потому что некоторые самокатчики, я не говорю про задний стоп-сигнал, их даже не видно спереди. И столкнуться на тротуаре вечером просто расплюнуть. Следующий плюс Kingsong 18L, который мне понравился, это педали. Педали, некоторые плюются. Я вам скажу, я не ездил на педалях пельменницы, и я абсолютно уверен, что на них удобнее, но если сравнивать педали V8 и Kingsong 18L, на этих мне более комфортно. Я не знаю почему. По размеру я сравнивал, они почти такие же, почти такого же размера. Но мне на них больше комфортно с моей лапой в 44 размера. Плюс, в отличие от V8, Kingsong 18L просто в домашних условиях можно на раз-два сюда вкрутить шипы. Отворачивается шкурка, откручивается 4 родных заводских болтика, снимается вот этот верхний пластик, и изнутри вы вкручиваете уже ваши шипы. Что это за шипы, как их вкручивать, посмотрите, на канале есть ролик, ссылочку оставлю в закрепе или по всплывающей подсказке. У меня вкручено 4 болтика, 4 шипа, мне этого хватает для того, чтобы не поправлять ногу, когда я спрыгиваю с бордюра. До этого каждый раз, когда я съезжал, спрыгивал с бордюра, у меня нога уходила там на пару сантиметров вперед или назад. Мне приходилось переступать. С шипами, даже с такими минимальными, абсолютно дискомфорт пропал. Следующий плюс, который я все-таки опять же отношу к плюсам, а не к минусам, хотя многие ребята, владельцы 18L, относят его к минусам, это количество болтов для разборки корпуса. Их тут 5 с одной стороны, 5 с другой стороны, 3 сверху и 2 под нижней подкладкой. Итого 15 болтов. 15 винтиков, которые вам каждый раз нужно открутить, если вы хотите залезть внутрь. Я не знаю, сколько болтов в других колесах, я не интересовался. Напишите в комменты, если вы знаете, сколько в вашем колесе болтов, чтобы снять крышки. Но, на мой взгляд, чем больше болтов, понятно, что это все время. Но вы раскручиваете это не каждый день. Дай бог, если вы раскручиваете это раз в месяц, чтобы там заклеить камеру, поменять, посмотреть состояние внутреннее, промазать герметиком. Чем больше болтов, тем меньше вероятность, что вы потеряете эту крышку, что она треснет. Если бы оно крепилось на 4 болтах, раз, два, три, 4, то выход из строя одного болта, если он даже раскрутился, может привести просто к перекосу, к потере крышки, к вылому разъема от болта, они же все крепятся в пластик. И поэтому потеря откручивания даже 2 болтов по этой стороне, что у меня было, оно абсолютно никак не играет никакую роль. Следующий плюс это сама форма колеса, которая позволяет вам, может позволить вам как сжать колесо ногами, так и отпустить. То есть оно не имеет вид
амфоры какой-то, да, чтобы вы, как непонятно кто, ковбой на коне, держали ноги полусогнутыми овалом. В большей степени у меня ноги прилегают к подушке, но сказать, что я держу колесо ногами, я бы не сказал. То есть я на нем просто стою. Я уже не задумываюсь спустя 1000 километров, что мне где-то что-то нужно как-то колесо направлять. Да, на поворотах, на разворотах, да, я колесо конкретно беру ногой и разворачиваю. И как раз с этого пункта выплывает следующий положительный момент. Это возможность присобачить сюда подушки. Потому что, смотря на дизайн новых колес, там S20, 18 с амортизаторами, без амортизаторов, V11 InMotion, приделывать какие-то подушки общего плана, до общего пользования. Ну вот эта подушка, я могу назвать ее такая всесортная, которая может быть приклеена почти на любое колесо. На все эти амортизаторы и другие модели колес нужно покупать отдельные свои подушки, персональные, подходящие конкретно под ту модель. Поэтому форма колеса, она как раз дает положительный момент в приклеении подушек. Следующий плюс конкретного этого колеса — это два размера для зарядки, два разъема для зарядки. Есть такая заглушечка, которая имеет место теряться у многих и потом докупают люди. В этом разъеме есть два порта, два визуально как два USB-шных порта, как на Lenovo ноутбуках. И если у вас есть необходимость заряжаться быстрее, если вы ездите много и далеко, вы можете просто купить две зарядки, пусть одна оригинальная, одна большей мощности или две одинаковые, и заряжаться ровно в 2 раза быстрее. Это, на мой взгляд, плюс. В продолжении зарядок есть сзади. Сзади у нас есть тоже отсек для USB подключения. Как его можно использовать? Его можно использовать, первое. Вы едете, подключили туда, допустим, телефон. Телефон держите в руке там, или положили в карман, и он у вас параллельно от большого повербанка, так сказать, заряжает. Очень удобно, опять же, когда вы пользуетесь телефоном активно, снимаете видео, подключен Bluetooth, играет музыка, у вас телефон садится, вы куда-то далеко уехали, повербанка, понятное дело, в кармане нет. Подключили, все отлично. Единственное, проводок нужен. Второй вариант использования этих портов: можно подключить флешку. Ребята подключают флешку какую-то маленькую, которая даже залезет под заглушку. И колесо начинает проигрывать музыку прямо с флешки. То есть не нужно сажать батарею вашего телефона, подключая через Bluetooth. Следующий плюс, который лично я считаю плюсом, да и многие, я думаю, моноколесники согласятся со мной, это возможность установить сюда более широкую покрышку. Родная покрышка на этом колесе, это 2,5, то есть 18 на 2,5. 18 это размер моноколесной покрышки. Если вы вдруг будете покупать мотоциклетную покрышку с прямым ниппелем, то обратите внимание, что вам в магазине нужно спрашивать 14-ю покрышку. 14-я мотоциклетная покрышка, 14 на 2,5. 14 на 2,75 там и так далее. Извиняюсь, не покрышка, а камера. А что касается покрышки, то сама покрышка, она 18 на 2,5, родная заводская, а сейчас тут установлено 18 на 3. И это небольшое увеличение ширины покрышки, оно дает ощутимое удобство при езде. То есть вы не так чувствуете плитку, вы не так чувствуете какие-то зазоры вот даже сейчас. Видите, вот по этой плиточке, на этой покрышке абсолютно дискомфорта никакого нет. На 2.1, как на велосипеде, 2.1.95, на двойке, на 2.125, на 2.5 дискомфорт может какой-то появляться. Если говорить про какие-то стыки больших плит, тоже очень опасно. Будьте очень бдительны, очень внимательны, когда перестраиваетесь с одной плиты на другую, потому что можно попасть в стык и улететь просто на раз-два. При езде по грунту, при езде по бездорожью, при езде по какой-то небольшой каше, конечно, покрышка с большим размером, она цепляет лучше. Небольшой минус от установки этой покрышки все-таки есть, и я о нем расскажу в минусах об этом моноколесе. Следующий плюс, который я лично для себя открыл, это качественное соотношение, правильное соотношение. Идеально я бы не назвал, но комфортное соотношение веса и расстояния. То есть заводской вес этого колеса, он порядка 22 килограмм.
Сейчас мое колесо весит, я не взвешивал, но я думаю, оно весит за 25 килограмм точно. Потому что там пластины, усиление корпуса, и там у подушки тут какие-то граммы весят и так далее. При 22 килограммах веса этого моноколеса запаса хода на нем хватает по паспорту 95 километров. Но мы все с вами понимаем, что 95 километров это никуда. И реально и запас хода, ну, порядка 65 километров есть. Я хочу в одном из следующих видосов снять реально, сколько меня провезет колесо. Вот просто в ноль, сколько оно провезет. Сниму на этот предмет видеоролик, выложу. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Будет всем счастья. Следующий плюс конкретно этого моноколеса, хотя плюс это маленькая крупинка. Это задний брызговик. Есть колеса, которые, я не знаю, почему дизайнеры так извращаются, но туда очень сложно подобрать какой-то брызговик. Очень сложно его прибить, очень сложно приделать на тот же Шерман брызговик и ехать с мокрой всей спиной. Но я думаю, что не всем всегда комфортно, поэтому колхозят все подряд и разными самыми способами. В КС-18L брызговик, он, конечно, небольшой, но, в принципе, те, которые занимаются 3D-печатью, они делают, я видел, что ребята делают брызговики более вот такие, ну, почти, там, не знаю, там, в 2 раза больше. Кто-то вообще не парится, вообще этой проблемой не парится, берет кусок резины, знаете, вот как на Жигулях раньше делали, и херячит сюда вот такой вот здоровый просто брызговик из жесткой резины. Почему нет? Все четко держится, все четко защищает, а это главное и функционально. Следующий плюс этой модели колеса со стока, с завода, это софт-тач покрытие. Ну, я не знаю, софт-тач, не софт-тач, но по ощущениям, как софт-тач покрытие, все обе боковые крышки, они имеют такой вот, как будто прорезиненную поверхность. Сравнивая с глянцевой поверхностью того же InMotion V8, к примеру, мне больше нравится такое покрытие, потому что в том случае, несмотря на то, что там крышки можно заменять, да и тут, в принципе, тоже можно докупать, заменять крышки, но в том случае где-то что-то, какая-то потертость, прислонили к стене, прислонили к какой-то бровке, и все, и ваша глянцевая поверхность уходит в небытие. Тут даже спустя 1000 километров моей езды, а это колесо бэушное, и оно уже проездило около 3000 километров, да я бы не сказал, что мне прям вот на сегодняшний день эти боковые крышки хочется обтянуть пленкой или как-то их заменить. Нет, они выглядят отлично, они выглядят довольно-таки презентабельно, особенно если обклеить какими-то наклеечками. Следующий плюс, опять же, это соотношение характеристик этого колеса к его цене. При цене этого колеса на сегодняшний день, опять же, по разным параметрам прокачано оно, залифтовано, заменена ли покрышка, подушки, не подушки, сколько убито, сколько проехало километров. В среднем такое колесо можно купить, ну, порядка, наверное, за 900 баксов. Я не знаю с текущими курсами доллара, но в сентябре, в августе прошлого года я его покупал где-то за эту цену, если мне не изменяет память. И поэтому при такой цене ехать на скорости до 50 километров с движком до 2 киловатт, с запасом хода 95 километров по паспорту, со всеми другими опциями, мне кажется, один из вариантов идеальных особенно для тех людей, которые живут без лифта. Потому что таскать тот же Шерман там, или какие-то более тяжелые колеса, которые, соответственно, едут более далеко, там по 150 километров или по 120 километров, да, они будут ехать далеко. Они будут ехать на 150, но, блин, таскать мне, допустим, на 4-й этаж без лифта 30 кило, 35 кило, ну, удовольствие такое, знаете, не для слабонервных. Не знаю, более были бы для меня идеальные характеристики в Kingsong 18 XL, я не уверен. Но как альтернатива Эльке, еще более идеальная альтернатива Эльке, я считаю, что можно рассмотреть. Друзья, у кого 18 XL, напишите, сколько оно весит. Теперь переходим к минусам. Минусов, на мой взгляд, немного, и, на мой взгляд, все плюсы перекрывают минусы, но минусы есть.
Основной минус, с которым я столкнулся, это корпус. 18L в черном корпусе. Это первая ревизия, первый выпуск колеса. И, видимо, при производстве пластика что-то пошло не так. Пластик стал хрупкий, был хрупкий, и это приводило к тому, что само мотор-колесо, то есть вот эта байда, электроника, оно сверху насаживается, надевается на мотор-колесо. И мотор-колесо, вот эта стойка металлическая, она к корпусу просто в пластик, просто тупо в пластик, прикручивается 6 болтами. Понятное дело, что вся эта штука весит, ну, порядка 15 килограмм, может быть меньше, может больше. Вы на ней не сидите, вы на ней не стоите, вы стоите на педалях, но все равно под весом вот эта вот байда, она продавливается, постоянно дергается, постоянно может люфтеть, раздалбывать эти закладные, если вы агрессивно катаете. Если вы катаете просто по парку на скорости 10 км в час, 15 км в час, я более чем уверен, что у вас никаких усилений даже и не нужно и не важно. Но если вы катаете более агрессивно, если вы хотите не столкнуться с проблемой, как я, и потом усиливать корпус пластинами, там где-то что-то сверлить, то вам нужно выбирать или вторую ревизию с белым корпусом, ну или сразу у продавца, если это бушное колесо, уточнять состояние вот этих закладных, насколько они раздолбались от езды вашего моноколеса, смотря сколько оно проехало. То есть это не аксиома, это не значит, что конкретно в моем колесо все дыры раздолбались и в вашем колесо будет то же самое. Нет, но профилактика, как говорят, лучше, чем лечение. И поэтому, если ваше колесо выглядит даже изнутри идеально, пластик идеален, все равно стеклотканью можно, эпоксидкой стеклотканью как-то укрепить. Можно дополнительно укрепить небольшими пластинами, они находятся вот в этой части, то есть там, где вкручивается стойка, там, где вкручивается металлическая стойка и в ней прорези, вы просто берете металлическую, допустим, пластину и в эту металлическую пластину, она просто небольшая будет, потому что там стакан, в который вставляются вот эти металлические стойки. И в этой металлической пластине просто для укрепления вот этого вот пластика. Потому что если этого не сделать, то вам потом придется вкручивать эти стойки уже, по сути, к корпусу. То есть у меня сейчас идет, посмотрите на канале, есть ролик, как я усиливал колесо. Если нету, скоро он выйдет. У меня вот тут вот идет внутри вот примерно вот такая вот металлическая пластина толщиной 2 мм. Это первый минус и, на мой взгляд, основной. Если у вас вторая ревизия с белым корпусом, можете этот минус вычеркнуть. Второй минус это покрышка, о которой я говорил. То есть установить 3.0 сюда это классно, но для того, чтобы она не начала тереть изнутри пластик, она может и не тереть, смотря на каком давлении вы качаете. Вы можете ехать, но встали на одну ногу на старте, на финише, разворачиваетесь на одной ноге, маленький миллиметр перекоса всегда будут. И разрядился аккум, пришлось поменять. Итак, продолжаем дальше. Значит, у вас эта покрышка может тереть внутренний пластик. Более того, в зависимости от рисунка вашей покрышки, то есть тройка, к примеру, конкретно вот в этой, я не знаю, как она, елочка называется или сосна, тут есть боковые грунтозацепы. И для того, чтобы увеличить вот этот зазор между корпусом пластика, да, и самим колесом, я эти грунтозацепы спилил, просто срезал, чтобы выиграть вот, с каждой стороны по где-то 2 мм, по 2-3 мм. И в принципе, если правильно подобрать рисунок, правильно подобрать камеру, то установить без каких-либо дополнительных допилов корпуса эту покрышку 3.0 можно. Просто нужно поиграться с давлением колеса и с вот этими боковыми грунтозацепами. Конкретно в этом колесе немного, буквально на миллиметр, сточенный вот тут вот зазор на пластике и спиленный грунтозацеп. Сейчас в этом колесе давление около 2,5 атмосфер. Я накачал, так, чтобы проверить, цепляет или нет. Обычно я катаюсь в диапазоне от 2 до 2,5.
Следующий минус, который иногда меня как-то настораживает, это автоматическое подключение Bluetooth. Я не знаю, как его отключить. То есть, допустим, я еду по улице, да, с включенной музыкой. Потом я отключаю телефон, отключаю Bluetooth, там, выключаю телефон, все отлично. И прихожу домой, включаю колесо в зарядку. И у меня на всю квартиру колесо начинает орать Bluetooth deactivate или Bluetooth activate. Ну, короче, орет так, что, знаете, аж подпрыгиваешь иногда на месте. Это не сильно комфортно и не сильно удобно. Следующий минус данной модели колеса — это вот эта телескопическая ручка. В одном из роликов, посмотрите на канале, найдите, если захотите, я рассказывал о ремонте вот этих телескопов, и основная незадача конкретно в этом телескопе, да, это в принципе, я думаю, что на любом чемодане аналогичная ситуация, это пластиковая деталь, которая несет основной функционал. Когда мы нажимаем, когда мы складываем, когда мы раскладываем. И эти пластиковые детали имеют место вырабатываться, крошиться и ломаться. И если вы не владеете форматом 3D-печатью, то заменить эту пластиковую деталь практически нереально без покупки новой направляющей. Это некий минус, поэтому некоторые ребята просто забивают на это, плюют на это и приделывают шлангоручку. Просто в эпицентре где-то покупается кусок шланга, и в закрытом состоянии к этой ручке приделывается просто овал или кольцо. Так и ездят, поднимают за эту махину. Следующий минус и завершающий, на мой взгляд, минус — это фонарь, передний фонарь. Я его, с одной стороны, отнес к плюсам, но в то же время его можно отнести и к минусам. Почему? Потому что, несмотря на то, что он лупит, дай бог, он светит почему-то, ну, почти прямо, если не вверх. И изменить направление, как в некоторых более модных текущих современных моноколесах, чтобы изменить угол наклона фонаря, тут нельзя. И даже если вы поставите колесо, отойдете на 100 метров, вы все равно будете видеть, что вам в глаз лупит этот фонарь. На мой взгляд, лучше было бы или сделать, как в автомобилях, чтобы оно светило вниз, да, ну как вниз, под углом, не прямо, а вниз, чтобы этот световой луч не напрягал встречных пешеходов. Или какую-то сделать регулировку, но опять же, бы это удорожило стоимость самого колеса, его начинки. И на этом, на мой взгляд, минусы исчерпаны. То есть, если говорить про какие-то другие возможные минусы, я не исключаю, что они касаются конкретно вас. Напишите в комменты, какие минусы, если у вас 18L или 18XL, вы видите в этом колеса. Для меня их всего лишь 3. Причем они не столь существенные, с ними можно бороться, с ними можно бороться. Друзья, вот все, что я хотел сказать про моноколесо спустя 1000 километров. Если подытожить, то удобство езды на этом колесе на сегодняшний день меня устраивает более чем. У меня нет в доме лифта, поэтому 22 килограмм меня устраивает. И смотреть на сегодняшний день на колесо какое-то более мощное мне в целом не хочется. То есть оно меня устраивает, если не на 100%, то на 80% точно. Что меня не устраивает на сегодняшний день в этом колесе? Меня не устраивает запас скорости. То есть средняя моя скорость при езде на этом колесе где-то, ну, можно, понятно, что на тротуаре там это будет меньше, средняя скорость, ну, порядка где-то 40 км в час, то есть больше, меньше. Если я выезжаю на проезжую часть, чтобы десятыми дорогами по тротуарам не объезжать через пешеходные переходы, подземные переходы, выезжаю на проезжую часть, то мне хотелось бы минимум двигаться с автомобилями, с троллейбусами на одной скорости, а это, ну, хотя бы 50 км в час, плюс иметь какой-то небольшой запас хотя бы десяток километров в час. То есть, если бы оно ехало 60, чуть-чуть, может быть, больше 65, я думаю, что конкретно для меня это было бы вообще идеально. Делимся вашим мнением, что из вышеперечисленного вы нашли в минусах своего колеса, что из вышеперечисленных вы нашли в плюсах своего колеса, что бы вы добавили, возможно, по отзывам, фидбэкам ваших друзей или вашего колеса. С вами был Паша Климик, до новых встреч в новых видосах на канале.